Добрый день, уважаемые коллеги! У нас сегодня с вами интереснейший урок, который охватывает интересные проблемы дерматологического аспекта. Это унихомикозы, подошвенные бородавки. При коррекции данных проблем, естественно, что у нас с вами есть и прописанный план, и на сегодняшний день мы рассматриваем аспект применения именно фототерапии для коррекции унихомикозов и подошвенных бородавок. Я не рассматриваю другие физические факторы. Почему? Потому что я считаю, что именно использование световой терапии является обоснованной. Почему, вы поймете. В плане при работе с унихомикозами у нас стоит краткий обзор патогенеза и хромофора, которые возникают при коррекции данной проблемы, выбор различных длин волн, которые будут использоваться, а также подбор технологий. Ну, вы понимаете, что технология — это длина волны, время, размер рабочей поверхности и, конечно же, плотность энергии. Подошвенные бородавки с учетом патогенеза заболеваний, глубины залегания мы опять же определяемся с фактором именно фототерапии, выбор длины волны, хромофора и составлением курса процедур для коррекции данной проблемы. Когда мы говорим о подошвенных бородавках, именно здесь мы с вами говорим о том, что это бородавки вызваны вирусом папиллома человека, которые появляются на подошвах и на пальцах ног. И, конечно же, если мы говорим о распространенности проблемы, то подошвенные бородавки, заболевание, диагностика очень проста, но достаточно трудно и длительно появляется лечение. Сами по себе они проходят с полным выздоровлением 27% человек, это 15 недель, но надо сказать, что лечение рекомендуется проводить для ослабления симптомов, и даже если мы добиваемся с вами выхода в ремиссию, в любом случае мы понимаем, что обострение может наступить. Поэтому лечение надо продолжать до окончания полного выздоровления, чтобы не заражать окружающих. Ну, какие мы называем подошвенные, вернее, бородавки, которые являются, как мы уже сказали, клиническим результатом инфицирования клеток эпителия вируса папиллома человека. Как мы отметили, являются бородавки кандиломы. Это псевдоопухолевая пролиферация кожи слизистых оболочек, вульгарные плоские подошвенные ангиогенитальные бородавки, кандиломы. То есть, когда мы занимаемся с вами лечением, в данном случае плоских бородавок, вульгарных, подошвенных и кандилом, мы должны понимать, что с чем мы сталкиваемся, нужен ли нам при работе методами аблятивными эвакуатор дыма. Поэтому, конечно же, мы должны четко это понимать и помнить о прогрессировании непосредственно в плоскоклеточный рак, если это захватывает непосредственно дисплазию генитального тракта. Ну вот он, симптомокомплекс подошвенной бородавки. Что здесь мы с вами видим при симптомокомплексе? Ну, во-первых, мы видим с вами, что при работе блестящая поверхность, в данном случае изначально появляется в виде чего? Небольших бляшек, которые роговевшими, и поверхность является у них достаточно грубой. Затем мы видим, что размеры бородавки могут колебаться от 1 до 2 см. Чаще бородавки бывают овальной или круглой формы. И, как мы прекрасно понимаем, существует понятие материнской и дочерней бородавки. Материнская бородавка является первой, и потом уже появляются дочерние бородавки на определенном удалении друг от друга. Почему появляется болезненность? Потому что при появлении на стопе происходит сдавление между подошвой и костями, это приводит к уплощению ткани, уплотнению ткани, и, конечно же, это может сопровождаться болью при ходьбе. Цвет может быть разным, от белого до желтого, и в данном случае черные точки, если с поверхности бородавки снять ороговевшую часть, то мы видим с вами черные точки, это кровоточащие капилляры. В данном случае они тромбируются, но данный признак является отличительной особенностью бородавки, отличает ее от мозолей. Ну, тогда понятно, что хромофором бородавки является именно гемоглобин. И я не буду рассказывать здесь о патогенезе, о развитии, о разрастании. Мы прекрасно понимаем, на какой глубине будет находиться именно залегание данного объекта. И если мы отмечаем, и разбор идет именно подошвенный, потому что если рассматривать плоскую бородавку, то здесь мы можем обойтись аблятивными методами, выпаривающие данные разрастания. Но если мы говорим о подошвенной бородавке, которая по глубине может охватывать 2, 3, 4 миллиметра,
то здесь, конечно же, для нас необходимо использовать длину волны, которая достигает данного уровня, это 10,64, и хромофором здесь является гемоглобин. И, конечно же, если мы отмечали, что 1064 прекрасно работает по любой сосудистой патологии, то именно подошвенные бородавки, которых основной мишенью будет являться сосуды питающие, и будет применяться 1064. Когда исследовал, ряд специалистов проводили исследования, именно количество процедур и пациентов, которые отвечали на лечение 1064, оказалось, что 96% активно отвечают на именно применение фототерапии, в данном случае лазерной терапии излучением 1064, при коррекции данной проблемы. Но что сегодня, на сегодняшний день нас интересует? Ну, прежде всего, нас интересует соотношение пятна, времени воздействия и плотности энергии. Почему? Потому что здесь для нас очень важным является характеристика выбора размера пятна для глубины достижения проблемы. Когда мы с вами говорим о том, что у нас, кроме глубины достижения проблемы, это размер пятна при данной длине волны, нужно выбрать время, достаточное для коагуляции сосудов, и, конечно же, плотность энергии, которая будет вызывать разрушение гемоглобина и, естественно, протромбирование сосудов. И вот, когда проводились исследования действия 1064, именно при лечении бородавки, было отмечено, что именно расширенные сосуды папиллярной дермы являются характерной чертой бородавок. И световая микроскопия, именно по оценке обработанной бородавки, прилегающей к ней зон дермоэпидермального соединения, дермальные некрозы, разрушенные кровеносные сосуды в дерме, показали то, что именно разрушение сосудов, разрушение определенных объемов эпидермиса и дермы в этом объеме, показали уничтожение питательных веществ, которые доставляются в бородавку, и уничтожение активно делящегося эпидермиса. То есть вспомните, когда мы работаем с псориатической бляшкой. Мы работаем длинными волн, которые будут нарушать питание бляшки, деление типичных клеток. Так вот, нарушение питания бляшки может быть выполнено длинами волн больше 800 нанометров, и здесь прекрасно работает 1064, и всегда стоял вопрос по использованию длин волн для разрушения типичных клеток, их деления типичных клеток. Так вот, для псориатичной бляшки использовалось именно для разрушения типичных клеток либо диапазон ультрафиолетовый, в данном случае 390-360 нанометров, а также в последующем было отмечено, что атипично делящиеся клетки при псориазе можно менять их деление и разрушать их при помощи абляктивно-фракционных методов. И вот на сегодняшний день теоретическая бляшка обрабатывается 1064 длинноимпульсным режимом, и может проводиться также еще и обработка абляктивным лазером, это, например, ЭРГИ, холодный режим. Но дальше пошло больше развития, стали анализировать, а если использовать для атипичной, для работы с бляшкой псориатической короткоимпульсный неодим, меньше 1 миллисекунды, оказалось, что идет разрушение и непосредственно и клеток, и сосудов. Поэтому с подошвенной бородавкой здесь, в принципе, при исследовании работы с ней и было отмечено, что основная цель использовать как сменные пятна, которые идут от глубокого до поверхностного, с одной только целью, чтобы повлиять на сосуды разного уровня залегания, прежде всего, и, конечно же, разрушить ткани, которые подвержены были разрастанию, в данном случае атипичных тканей, и разрушить тем самым и питательные слои, да, когда мы разрушаем с вами сосуды, но и при этом уничтожить непосредственно делящиеся клетки эпидермиса.
который содержит вирус папиллома человека. И вот я всегда удивляюсь, когда мы пытаемся бородавку именно выпаривать аблятивными лазерами, потому что иногда это дает обострение, если остался какой-то пласт клеток. Поэтому работа с бородавкой, она должна идти всегда комплексно. То есть если вы хотите ее удалить, например, аблетировать, то вы в любом случае должны разрушить прежде всего структуры, питающие бородавку, повлиять на коллагеновый состав, на клетки, которые именно содержат коллаген, это 1064, неодим будет влиять на эти быстродержащиеся клетки, и потом уже применять непосредственно методы аблитивные. Ну, хотя, хочу сказать, на сегодняшний день у них необходимости нет. И вот тут и оказалось, что если проанализировать опыт применения 1064, потому что он наиболее широко изучен,